Нарастающая дискуссия вокруг проекта ТРИП, также известного как так называемый Зангезурский коридор, все отчетливее демонстрирует, что транспортная логистика на Южном Кавказе давно вышла за рамки экономики и превратилась в инструмент прямого геополитического давления. Согласно оценкам Института стратегии и безопасности Иерусалима, Израиль рассматривает маршрут Трампа как перспективную возможность для себя и своих союзников и одновременно как прямой вызов интересам Ирана. В центре этой логики создание сухопутного маршрута от Турции через Азербайджан к Каспийскому морю, далее в Центральную Азию и Китай, который позволяет обойти Иран и тем самым ослабить его роль как ключевого транзитного и сдерживающего узла региона. В аналитике института подчеркивается, что подобная конфигурация способна существенно сократить влияние Тегерана как на Армению, так и на Азербайджан, лишив его возможности контролировать или, по крайней мере, балансировать торговые и инфраструктурные потоки в этом направлении. Однако ключевая тревога Ирана, по версии израильских аналитиков, заключается не столько в экономике, сколько в безопасности. Речь идет о потенциальном появлении фактического американского присутствия у ирано-армянской границы. Для Израиля этот фактор рассматривается как стратегический рычаг давления на Тегеран, позволяющий расширить пространство для маневра в противостоянии с Ираном далеко за пределами Ближнего Востока. На этом фоне иранская реакция остается предельно жесткой. В Тегеране последовательно дают понять, что реализация проекта в форме, угрожающей безопасности и геополитическим интересам страны, недопустима ни при каких условиях и встретит однозначный ответ. Не случайно иранские русскоязычные медиа все чаще характеризуют Зангезур не просто как транспортную артерию, а как коридор израильского влияния, напрямую увязывая его с расширением антииранской архитектуры в регионе. При этом сам Институт стратегии и безопасности Иерусалима формулирует позицию Израиля значительно шире, представляя Зангезурский маршрут как инструмент регионального экономического сотрудничества. Ключевые интересы Тель-Авива в этом проекте, согласно тем же оценкам, сосредоточены на поддержке целей США и Азербайджана, а также на создании альтернативных логистических цепочек в обход Ирана, что в перспективе может привести к усилению контроля Вашингтона над чувствительным участком у иранско-армянской границы. Для Армении эта конфигурация изначально остается крайне чувствительной. Ереван традиционно с осторожностью относится к стратегическому партнерству Израиля и Азербайджана, охватывающему как экономику, так и сферу безопасности. Именно поэтому недавний визит заместителя министра иностранных дел Армении в Израиль многие эксперты интерпретируют не как разворот, а как попытку аккуратного балансирования. Продвижение мирного процесса с Баку при одновременном стремлении снизить избыточную зависимость от Ирана и России, не переходя при этом собственные красные линии. Жесткость иранской риторики получила дополнительное подтверждение после заявления советника верховного лидера Ирана Али Акбара Велаяти, который фактически приравнял ТРИП к Зангезурскому коридору, обозначив его как прямую угрозу региональному балансу. Этот сигнал был адресован не только внешним игрокам, но и соседним государствам Южного Кавказа, демонстрируя, что для Ирана инфраструктурные проекты в регионе являются элементом большой стратегии, а не предметом технических переговоров. Внутри самой иранской элиты при этом просматривается конкуренция подходов, от более прагматичных до жестко идеологических, что лишь усиливает нервозность вокруг проекта. Именно на фоне этой напряженности посол Армении в Иране Григор Акопян в интервью агентству Тасним дал подробные разъяснения, адресованные иранской стороне. Он подчеркнул, что армяно-иранские отношения не только сохраняют высокую динамику, но и продолжают углубляться, а при реализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне, Ереван учитывал жизненно важные интересы Тегерана, поддерживая постоянный диалог в атмосфере доверия. Особый акцент был сделан на терминологии. По словам посла, речь идет не о коридоре, а о транзитном маршруте, что четко зафиксировано в декларации, подписанной 8 августа 2025 года лидерами Армении, Азербайджана и США, где официальное название проекта обозначено как «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».
Использование иных формулировок, включая слово «коридор», по его оценке, противоречит как букве, так и духу документа. Акопян отдельно подчеркнул, что Вашингтонская декларация предусматривает разблокировку всех транспортных коммуникаций на основе принципов суверенитета, территориальной целостности и национальной юрисдикции государств. Принципов, которые традиционно являются фундаментальными как для Армении, так и для Ирана. В этом контексте он также отметил, что расформирование Минской группы стало по сути окончательным подтверждением завершения армяно-азербайджанского конфликта. Говоря о практических аспектах региональной связанности, посол сообщил, что проект предусматривает прямое железнодорожное сообщение между Ираном и Грузией с выходом к Черному морю, а армяно-американская компания получит лицензию на развитие железных и автомобильных дорог, волоконно-оптических линий и линий электропередачи. В связке с этим развивается и армяно-турецкий трек. По словам дипломата, Армения последовательно участвует в процессе нормализации с Турцией, включая открытие границы, запуск пункта Маргара-Алиджан и восстановление железной дороги Гюмри-Карс, которая в сочетании с ТРИП может сформировать единую железнодорожную сеть всего региона. Параллельно с этим свою позицию обозначила Москва. Российский МИД заявил о намерении сохранить пояс стабильности на Южном Кавказе, возложив ответственность за дестабилизацию на Запад. Директор 4-го департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявил о наличии у Москвы достаточных оснований для участия в проекте ТРИП, ссылаясь на управление железными дорогами Армении дочерней структурой РЖД, использование российской колеи, зону ответственности российских пограничников и членство Армении в ЕАЭС. Подобные претензии выглядят спорными и вызывают вопросы с точки зрения соблюдения Алма-Атинской декларации. В итоге вокруг ТРИП выстраивается сложная многоуровневая конфигурация, где пересекаются интересы Израиля, США, Ирана, России и стран Южного Кавказа. Проект, формально подающийся как маршрут мира и процветания, на практике становится тестом на пределы влияния внешних игроков и способность региональных государств отстоять собственный суверенитет в условиях нарастающей геополитической конкуренции. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на RegNews и не пропускайте самые важные события. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе будущих событий на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.